Я вот сейчас вспомню 24 числа, когда мне друг рано утром сказал, что началась война, у меня моментально было две мысли. Не может быть, и это наш шанс. Ассаламу алейкум, фимахуго, вы снова на канале Черкасиан Медиа. Мы продолжаем запись наших подкастов, даже не запланированных, оказывается. Сегодня у нас в гостях черкесский общественный деятель Касе Кик. Касе. Упсо, вахус общаюсь, салам алейкум. Как вам уже известно, мы находимся в Стамбуле с прекрасным видом на Босфор. И сегодня мы решили с Касе, чтобы Черкесиан Медиа не зря побывал в Стамбуле, записать такой разговор. У нас нету, как обычно, Касе, немножко, ты знаешь, ты следишь за нами, но все-таки у нас нету обычно заданных каких-то тем, мы рассуждаем вслух. И я думаю, атмосфера, которая сейчас стамбульская, к этому располагает. Как вообще тебе сам Стамбул? Ну, конечно, начну с того, что мы наблюдаем, не только я наблюдаю, но и весь черкесский мир наблюдает за вашей работой. Она очень качественная. Я надеюсь, что она будет продолжаться очень долго, и вы будете развиваться. Ну, Стамбул – это древний город, которому несколько тысяч лет. Вот буквально мы ехали сейчас сюда на запись, проезжали вот эти старые стены. У меня мысль такая проскользнула. А ведь эти стены с момента их построения видели нас, мой народ. И это лишний раз доказывает то, что мы всегда здесь присутствовали, были в эпицентре всех мировых событий, что у нас очень древний народ. И эти стены в буквальном смысле каждый год, каждое столетие, каждое тысячелетие свидетельствовали о нас, о черкесах. Ну, ты уже достаточно давно, можно сказать, находишься в Стамбуле по сравнению со мной. И тут я тебя, конечно, поддержу. Атмосфера стамбульская и как раз эти стены, эти древние строения, которые можно древними, наверное, смело называть, передают какое-то невероятно внутренние чувства какие-то раскрываются. И бесспорно располагает к такому даже, наверное, философскому рассуждению о жизни, когда ты, по крайней мере, когда ты как турист находишься. Касе, вернемся немножко, наверное, назад. Надо отметить, наверное, наши зрители будут удивлены, но ты достаточно опытный уже человек. Я подбираю слова, чтобы не обидеть и не задеть, но Касе 41 тебе уже. Да, 42-й. 42-й год идет. Ты активный участник черкесского национального движения на родине. Ты был и в молодежным активистом тебя можно было назвать. Ты был и председателем Черкесского конгресса. И сейчас являешься, да, ну, если говорить о родине, ты был председателем именно в Карачаево-Черкесии, и происходившие там процессы ты можешь подробно описать. Я не знаю, насколько мы глубоко будем вдаваться в эту всю тему сегодня, но чтобы ты самое важное отметил бы из того периода черкесского движения и, в принципе, вот этой атмосферы российского пространства, как участник этих событий. Да, действительно, более 20 лет опыта нахождения в национальном движении. Изнутри мне пришлось это все наблюдать. Очень многое за это время прояснилось в моей голове. Есть четкое понимание, есть толпы, которые уже не вырубишь ни топором, ничем иным. И есть ясность понимания, в каком русле должно развиваться
черкесское национальное движение. Вообще, возвращаясь, конечно же, в силу тех событий, в гуще которых мы сейчас находимся, нельзя не отметить тяжесть времени сегодняшнего. Но и в то же самое время она нам дает шанс. Я вот сейчас вспомню 24 числа, когда мне друг рано утром сказал, что началась война, у меня моментально было две мысли. Не может быть, и это наш шанс. Мир развивается, он не стоит на одном месте, и те вещи, о которых мы даже не могли мечтать, бывает так, что через час или через сутки они становятся явью. И настолько сильно, быстро мир, история развивается, что нам необходимо иногда на них реагировать правильно, сознанием. И самое главное, мы, черкесы, должны знать, какая цель перед нами стоит и к чему мы должны прийти. Россия уходит. В прямом смысле история России заканчивается. 500-летняя история России заканчивается. Я за свои 40 лет одно точно понял, что жить и надеяться в России опасно для жизни. Мы очень часто оперируем такими вещами в отношении нашего народа, что у нас есть огромная диаспора, живущая в том числе и здесь, в Турции. И очень часто бывает, я задумываюсь, почему, я очень часто над этим вопросом задумывался и раньше, почему мой народ не возвращается на родину. Я абсолютно точно на этот вопрос для себя ответил. Общаясь с колоссальным количеством людей, особенно с молодежью, которая получает фактически европейское образование, которая видит мир, в тех странах, где они растут, для них весь остальной мир, он открыт. Они имеют возможность знакомиться с этим миром, видя этот мир, и оглядываясь на Черкесию, оглядываясь на Россию, они видят Россию. И вот это перманентное состояние диктатуры, которую мы веками можем наблюдать в России, то, что происходит, оно их не воодушевляет на возвращение на родину. К чему я веду? Эти люди хотят вернуться в Черкесию, но не в Россию. Эти люди готовы поднимать Черкесию из пепла, но они не хотят возвращаться в Россию, где колоссальное количество заточенных народов, где даже мы элементарно не можем, где нету даже элементарно площадки, где мы можем легально говорить о своих проблемах. Вот одна из самых больших проблем России. Вроде бы она называется Российская Федерация, но при этом мы не наблюдаем за ней федеративности. Сложные чувства одолевают, смотря на Россию. Можно сказать, что если бы в России, которая так как декларирует себя федерацией, работал бы, эти законы бы работали гораздо проще, было бы и нам в нашей ситуации, но действительно тут надо отметить, что Россия, наверное, по-другому не привыкла. Если мы посмотрим на ее историю, это, правильно говоришь, это вековая история, в которой формально крепостное право отменилось, но ментально все-таки люди так и не научились мыслить свободно, жить свободно. И в этом смысле черкесы, когда мы говорим о черкесах и диаспоре, мы об этом еще более подробно поговорим, мне интересно твое видение, но это все-таки потомки тех, которые именно жажда свободы их заставила уехать, и они не готовы возвращаться вне свободы. Ты часто говорил, рассказывал истории твоего отъезда, и часто упомянул, что когда началась война, это стало таким переломным моментом.
Но я бы хотел немножко ранее, чтобы мы окунулись, и ты рассказал зрителям, которые, возможно, не знают, как происходят и как происходили процессы черкесского национального движения, как это работало, вот то, что ты видел своими глазами. Мы знаем, что в Карачаево-Черкесии в один момент активизировалась очень молодежь. Это были, то есть в какой-то период началось, вернувшись вот этот флаг, наверное, сподвиг к каким-то действиям. Ты как активный участник, ты как один из инициаторов многих мероприятий. Расскажи, как этот процесс ты наблюдал и как реагировали на этот процесс, как наши люди, да, например, наша молодежь, или те, которые не были доброжелателями, например, этой ситуации. Значение черкесского знамени невозможно переоценить. Мое сознательное жизнь в черкесском движении, в частности, началось с того, что этот флаг объединял всех нас. Не только на Кавказе, но и во всем мире. И когда я приезжал, еще будучи маленьким мальчиком, в тот же самый Нальчик, или же в Майкоп, или же на Черноморском побережье, где остатки нашего народа остались, везде я видел этот флаг. Он давал нам понимание того, что мы единый народ, что у нас единое прошлое, настоящее и будущее. Конечно, в самом начале-то я был как наблюдатель, я помогал, участвовал, волонтерством, да, больше занимался, но получалось так, что нужно было брать иногда инициативу на себя. Я, в принципе, никогда инициативы не боялся и брать инициативу, и брать ответственность на себя. Это в какой-то степени меня сподвинуло на более глубокое участие в процессах. Много людей повлияло на мое миросознание. Конечно же, это в первую очередь Юрий Калмыков, это Борис Акбашев, титаны нашего национального движения, те, которые начинали поднимать актуальные политические вопросы, с тех, с которых начиналась вообще актуализация черкесского вопроса. И в те времена, наблюдая за ними, я понимал, что придет время, когда нам нужно подхватывать эту инициативу, и что нужны будут люди, которые готовы будут брать на себя инициативу. Я морально готовил себя к этому, в случае, если обстоятельства так сложатся. Все достаточно. Не было программы, когда все начиналось у нас, не было программы, по которому бы вот это наше черкесское движение зарождалось. Все началось с общения, элементарного общения. Черкесский конгресс был, если ты помнишь, было 3 организации. Черкесский конгресс в Майкопе, в Западной Черкесии, Черкесский конгресс в Черкеске и Черкесский конгресс в Нальчике. Мы вообще, все мы единомышленники, те, которые сейчас являются как бы острием на данный момент черкесского национального движения. Мы все между собой знакомы более чем 15 лет. Мы проверены временем, огнем и мечом, как говорится. Мы все прошли, мы доверяем друг другу. И еще 15 лет тому назад мы думали о том, о чем мы думаем сейчас. Но тогда еще не все люди были готовы ментально воспринимать то, о чем мы сейчас можем говорить. Повторюсь, все началось с элементарного общения и культурного обмена. В один прекрасный вечер мы решили поехать в Нальчик, ознакомиться. Мы слышали, что там новое культурное явление вырастает в виде адыгаджок. Мы приехали в Нальчик и увидели своими глазами, как по обычаям, как это все красиво проходит. Мы зажглись. Что мы сделали? Мы потом арендовали автобус, пригласили наших ребят, девочек, парней, и мы поехали в гости в Нальчик к нашим друзьям. И они все тоже там увидели,
как проходит Адыгаджик. И все зажглись и сказали, что это нужно подхватить и это нужно развивать. В кратчайший период, буквально через неделю, такой же Адыгаджик был организован у нас в Черкесске. Потом мы начали ездить друг к другу. С Нальчика начали приезжать наши друзья автобусами. Мы все вместе начали ехать в Майкоп, Адыгейск, потом в Сочи. Мы таким образом связали всю молодежь. И вот это общение, это не только в культурном пласте проходило, но и в течение вот этого времени образовалось много новых семей. Кто-то из Нальчика женился на девочке из Майкопа, кто-то из Майкопа женился на девочке из Черкесска. Да, и вот, да, и целые семьи образовались, да. А сама культурная вот эта платформа всегда развивает в человеке внутренний стержень, воспитывает идентичность. И эта идентичность обязательным образом вызывает призыв к следующему шагу. Я буквально через 3 месяца столкнулся с тем, что вот эти молодые ребята, студенты, которые были вовлечены в культурное явление, они начали требовать от меня большего. Что случилось дальше? Дальше это приближался знаковая дата для всех нас, это 21 мая. 21 мая мы, собравшись все вместе, решили, что мы должны обязательным образом провести шествие в знак памяти павшим за свободу и независимость Черкесии, что это очень важно. Мы не стали подавать документов, разрешения. Это все происходило стихийно. Что мы сделали? Мы просто взяли телефоны, согласовали некий текст и начали рассылать всем своим друзьям, а они своим друзьям. И так получилось, что 21 мая утром рано, там, где Космонавтово у нас, все знают, те, которые из Черкесска, собралось огромное количество молодежи, среднего возраста людей и даже пожилые люди с черкесскими флагами. Я даже, если честно, это первое такое масштабное мероприятие было. Я не думал, что столько людей соберется. Но все собрались. Многие были на машинах. И вот эта вся масса двинулась в сторону. Тогда еще не стоял памятник павшим за свободу Черкесии. Вся эта масса двинулась в сторону центра. Приехали сотрудники полиции, тогда еще милиции. Они, понимая, что с этим не смогут бороться, с этим явлением, они просто-напросто встали перед нами и нас сопровождали для обеспечения безопасности. И таким образом первая массовая такая акция была организована нашими друзьями, единомышленниками. Данная акция уже за год до этого, если не ошибаюсь, проходила в Нальчике. Мы не первопроходцы в этом были, но в данном случае в нашей республике мы первые. И эта традиция закрепилась ежегодно, даже при всех препонах, которые ставила власть. Эта акция всегда проходит. Даже в этом году проходила. Это наша память, это наше прошлое. Как говорится, прошлое не умирает. Прошлое нас воспитывает и показывает нам дорогу в будущее. Мы иносказательно говорим всему миру и собственному народу в первую очередь о том, что мы живы, у нас есть цель, у нас есть взгляд, ясный взгляд на будущее. И это некая наша декларация о нашем будущем. Это очень важно понимать. Иногда есть вещи, которые подсознательно у нас часто проходят, но проанализировав с какой-то научной, психологической точки зрения, ты можешь давать ответы на те или иные процессы, которые нас сопровождают вот в таких
при таких значимых датах. Не забывай, что ты черкес. Невозможно все вопросы обсудить, конечно, как ты сказал, но наш народ, многомиллионный народ, большой народ с огромным потенциалом. У нас есть во всех сферах высочайшего уровня специалисты, не только в военной, но и в медицине, и высокого качества айтишники, физики, математики. Если мы так получится, что завтра у нас появится свое государство, то мы настолько самодостаточны, что мы сможем без привлечения сторонних сил и интеллекта, мы сможем полностью себя удовлетворить и выступить как самодостаточное государство. И еще также хотелось бы отметить, что черкесы, живя во многих странах мира, они идут в ногу со временем. Наш народ само по себе он созидатель, и в рамках вот этой культуры созидания, я считаю, что у нас большое будущее, и все только начинается у нас. Да, черкесы доказали, представляя во многих странах мира вот эту созидательную повестку, в том числе и в Турции мы сегодня находимся. Мы об этом говорили тоже, что в строительстве турецкого государства большую роль сыграли и не только черкесы. Турецкого. И да, говоря о Турции, и, конечно, здесь я не могу тебя не поддержать, что черкесская нация самодостаточна, и, наверное, когда мы говорим о целях, если говорить с такой более точки зрения, может, философской, хотя не философской тоже, что цель черкесской нации – это созидание, начать созидать для себя, для своего пространства, для своего будущего. Да, я с тобой полностью согласен. Не забывай, что ты черкес. И когда я сейчас говорил про 21 мая, мы рассуждали про этот день, мы видим, что этот день начал набирать обороты, когда он начал набирать обороты. Это, то есть мы тогда начали понимать, насколько мощный дух в черкесском народе, и мы видим, что и в Турции, да, и в других странах это подхватили проведение этого мероприятия, и важно, что если изначально лозунги были, скажем так, больше траурные, по потере Родины, по погибшим, то сегодня мы видим, что это приобретает немножко иной характер. Мы сегодня говорим о том, что мы хотим вернуть свою Родину, мы хотим, чтобы люди, которые живут в других странах, обрели снова свою Родину. И когда мы говорим в этом контексте, конечно, мы не можем не отметить, что это вызывает чувство опасения, наверное, у системы, скажем так, да, обозначим. Как это чувствовалось, как система реагировала на вот эти действия ваши, когда вы начали объединять молодежь не только в республике, но и начали становиться частью общечеркесской молодежи? Вопрос, он очень емкий, но постараюсь тезисно ответить на него. Важность черкесского вопроса, он просто нарисован на карте. Если мы берем, что такое черкесский вопрос? Если мы берем карту и видим, где черкесы жили, где они и до сих пор живут, пусть даже клочками на собственной земле, то важность, геополитическая важность черкесского вопроса, он становится всем понятен. Да, трудно переоценить и трудно недооценить тоже. Мы же прошли огромный путь за 150 лет оккупации нашей Родины. Был период физического уничтожения нашего народа. Потом был период, когда пытались лишить нас памяти, культуры, языка. Настал 3 формации прошли государственных. Россия как империя менялась
и мы ее наблюдали в 3 формациях, но отношение к черкесам ни разу не менялось. Она все время в своей доктрине несла один и тот же нарратив. Нарратив уничтожения. Фактически так оно и есть. Сегодня, несмотря ни на что, вот этот всплеск национального самосознания и идентичности, он необратим. Невозможно его загнать куда-то. Или нужно, как Жириновский говорил, бросить на нас атомную бомбу и забыть про нас. Там колючая проволока оградить неприкасаемую зону, пока радиация не рассеется, а потом снова обживать. Или же нужно с нами вести диалог. Диалог необходим всегда. Мы не отказываемся от диалога. Диалог – это возможность решения многих проблем. Сегодня мы должны задумываться над несколькими очень важными, я так считаю, вопросами. Какую цель вообще мы, черкесы, ставим перед собой, чего мы хотим и как мы можем их добиваться. Пути могут быть разные. Разные организации могут идти разными тропами. Но вот, знаете, как вот перед нами вершина Ошхамаху, Эльбрус, нужно ее покорить. Вот представим, что вот это черкесское знамя стоит наверху Ошхамаху, и нам нужно достичь ее, поднять его, и тогда будет возрождена черкесская государственность. Но каждая организация, каждый человек для себя, может быть, выберет разные пути. Кто-то с северного склона зайдет, кто-то с южного. Но мы все должны понимать, что у нас одна цель, и мы туда должны идти, к возрождению черкесской государственности. Только это нас сохранит, и наш язык, и нашу культуру, и именно это нам дает надежду на будущее. Геноцид, признание геноцида – это тоже очень важный вопрос, над которым нужно работать ежедневно. Но мы должны понимать, что геноцид – это не является самоцелью черкесского движения. Геноцид – это всего лишь один из множества инструментов, но очень мощный инструмент, с помощью которого мы можем достигнуть своей цели. Продолжу твою мысль. Когда мы говорим о геноциде, мы о признании геноцида. В принципе, изначально мы говорим, когда говорим о путях реализации своих достижений, своих целей, мы говорим о механизмах, которые присутствуют в современном мире. И признание геноцида – это один из важнейших шагов вот в этом международно-правовом механизме. И фиксация необходимости решения черкесского вопроса – это то, как я вижу, да, мы говорим, что к горе можно с разных сторон подходить, как я вижу, фиксация необходимости решения черкесского вопроса – это важнейший следующий шаг, который мы должны сделать, мы должны добиться от мира, и в том числе и от России, конечно же, мы сегодня в этом пространстве находимся, добиться признания права нашего народа. Тут ты, когда рассуждаешь, совершенно верно, что три формации империи мы пережили, и мы сохранили свою идентичность, мы сохранили свое черкесское восприятие мира, и просто сегодня, на мой взгляд, мир должен принять уже, что иного пути нет. И формула Черкесия без черкесов должна остаться в прошлом вместе с имперскими амбициями кого бы то ни было. Когда мы говорим об этом, мы, наверное, не только Россию имеем в виду, а в принципе сегодня постимперскими. Сегодня колониальной империи быть просто не может быть, на мой взгляд, и никакого будущего у этого не будет. Совершенно верно. Невозможно просто. Времена империи прошли, но, к сожалению, в 90-х годах, в начале 90-х годах, при всей нашей надежде, Россия не дала нового проекта ни одному из народов, которая была завоевана ею в период становления этой империи.
нету единого проекта сосуществования. Из-за этого и возникли вот те все напряженности, которые мы наблюдали, в том числе и Первая Чеченская война, и Вторая Чеченская война, вот это перманентное состояние агрессии, государственной агрессии, попытки нигилировать все национальные вопросы. Ведь они же возникли не просто по желанию, как очень часто говорят, западных спецслужб. Мы вчера с тобой буквально смотрели ролик НТВ. Да, абсолютно верно. Да. Возвращаясь к геноциду, геноцид в первую очередь дает нам правовой статус. Недооценивать данный фактор невозможно. Мы должны всегда апеллировать и быть в рамках права, международного права. И мы видим нашу борьбу в правовом мирном поле. Политическая борьба у нас. Это очень важно подчеркнуть. Конечно, это важно. И все время осматриваясь на прошлое, настоящее, я все время замечаю. Кстати, мне вспомнились слова братьев Стругацких. В России сегодня наступает не завтра, не утро завтра, а утро вчера. Было как-то очень точно подмечено. Вот в этой парадигме сегодня фактически существует Россия. И нам иногда говорят представители спецслужб, что мы не должны говорить о тех вещах, о которых мы сейчас говорим, тем более публично об этом говорить. Но я задаюсь вопросом, как нам сосуществовать с той системой власти, которая нам предлагает жить завтрашним днем. Фактически власть сегодня в Кремле, она представляет собою агентуру прошлого. Она руководствуется нарративами прошлого. Она действует и размышляет, и предлагает нам решение проблем не в ключе современного мира, а категориями прошлых столетий. Это то же самое, как, например, я тебе, Эдемир, предложил бы вплавь пересечь вот этот пролив Босфор. Ты бы мне сказал бы резонно. Зачем же? Можно на лодку сесть, там, или через мост на машине. Мир-то идет вперед. Причем ты мне предложил бы переплыть Босфор, будучи практически уверенным, что я утону. Абсолютно верно, да. Иногда Россия нам предлагает такие пути. То есть в нашей истории мы столкнулись и с тем, что вот эта попытка, чтобы забвение нашей истории, оно было заложено в процесс образования наших детей. И нас, если ты вспомнишь, и нас в том числе. Какое мы образование получили? Наши отцы, вот я спрашивал своего отца, и он мне рассказывал, что до 17-го года фактически он и не знал про историю черкесов. У них было ощущение, что черкесы появились-то в 17-м году. Вот эта попытка стереть память, она в принципе, эту попытку Россия и продолжила бы. Но в век новых технологий, в век интернета это невозможно сделать. Невозможно игнорировать то, что можно взять камеру и рассуждать вслух о том, что мы рассуждаем сегодня. И в этом смысле у нас огромные ресурсы появляются, абсолютно верно. Мы обязательно должны использовать. Не забывай, что ты черкес. Касей, сейчас мы, находясь с тобой на фоне книг, я не могу тебя не спросить твоей оценки происходящего в последнее время в научных черкесских кругах. В научно-исследовательском институте в Кабардино-Балкарии прошли обыски у сотрудников. То есть мы можем констатировать даже, что это репрессии, наверное, своего рода научных кругов. Как бы ты прокомментировал происходящее сегодня там? Ну, вообще сложно комментировать данный факт. Люди, которые занимаются наукой, если государство уже репрессирует людей, которые занимаются сугубо наукой, то это достаточно симптоматично и показывает, насколько власть
неадекватно воспринимает окружающая политическая составляющая, которая сейчас формируется. Это никак не способствует решению вопросов, которые встают. Ученые всего лишь являются зеркалом прошлого, зеркалом настоящего. Они всего лишь показывают, криво ли лицо у тебя или нет. И пенять на зеркало и разбивать его, как бы возвращаясь к теме репрессировать ученых, это лично для меня просто смешно, а для констатации факта это просто симптоматично, это вяжется и абсолютно в русле того, как власть себя ведет в отношении вообще любой проблемы, загоняя его в подполье, не пытаясь его решить или же выстроить диалог. Ну, это и связывается с тем, о чем мы с тобой говорили. Да, абсолютно верно. И мы наблюдаем, и также хотелось бы отметить реакцию так называемой Международной черкесской ассоциации. Ее отсутствие, да. Как бы хотелось бы выразиться тут словами Авраама Шмулевича. Он как-то сказал очень емко, лет 10 тому назад, что большей диверсии, чем Сокроковская МЧА, очень сложно представить для черкесского движения. И оно действительно так, не согласиться с ним практически невозможно. Что мы видим? То ли отсутствие реакции на эти события, то ли одобрение этих репрессий. Мы, наверное, должны и обязаны задать им эти вопросы. И пусть они отвечают. От чего имени Международная черкесская ассоциация вообще существует, работает и вещает? Кого они представляют? Мне представляется, что это вещание одного из кабинетов ФСБ, расположенное просто в Нальчике. Как говорится, молчание – знак согласия, поэтому в случае молчания мы вынуждены констатировать, что это соглашение с происходящим. А что тебе известно о солидарности, например, других научных кругов, которые есть в Черкесской академии наук? Ну, насколько мне пришлось наблюдать, там тоже все достаточно тихо, что очень прискорбно. Хотелось бы более живой реакции на эти события, потому что сегодня репрессируют наших ученых, завтра репрессируют также и наших ученых уже из Академии наук Черкесской, Адыгской Академии наук. Никто в стороне не останется в этих событиях, никого не избежит репрессий. Единственное, конечно же, те, которые обслуживают эту власть и, скажем, грубо выражаясь, облизывают эту власть, конечно, они всегда остаются в тренде. Те, у которых есть только одна цель – свой живот и свой карман, они всегда находят место в череде событий, в политической судьбе страны, и они всегда используются против свободомыслящих людей. Надо отметить, что, в принципе, наши научные адыгские и черкесские научные круги всегда славились своим беспристрастием, скажем так, когда касается дела науки, что они вне зависимости от контекста и конъюнктуры достаточно твердо отстаивали свои позиции, и хотелось бы и в этом случае видеть солидарность, по крайней мере, со своими коллегами. Я думаю, это важно сегодня продемонстрировать. Я думаю, что еще не поздно. Мы все можем сконсолидироваться и поддержать наших ученых, тем более ученых с мировым именем, ученых, которые доказали своей научной деятельностью и своей жизнью, что они достойны, по крайней мере, большого уважения и поддержки. Также хотелось бы отметить, что реакция на эти репрессии, какая реакция была в среде турецких черкесов, она была очень острой, очень болезненной. Ни одной из общественно-политических организаций не осталось в стороне, не высказав свое мнение. Конечно же, оно осуждающее власти России. И в будущем, я думаю,
если эта тенденция будет продолжаться, то и реакция этих кругов будет более резкая в отношении России. Фактически Россия делает все для того, чтобы противопоставить себя черкесской научной среде и вообще черкесской диаспоре. Не забывай, что ты черкес. Ну и находясь в Стамбуле, не могу не спросить тебя, ты уже более полугода здесь находишься, я уже время, по-моему, потерял счет. Как тебе ощущение от турецкой диаспоры? Много, когда мы говорили на родине, что она туречилась, забыла язык, они не хотят возвращаться. А ты, находясь здесь, и много, я знаю, вы общаетесь, проводите очень много встреч. Какие ощущения? Я хочу, чтобы ты даже не аналитикой больше, а ощущением внутренним поделился. Знаешь, Айдамир, до того, я сюда приезжал как турист, сталкивался и на родине с нашей диаспорой, и здесь. Но за эти полгода мы объездили всю Турцию практически, ознакомились со всеми черкесскими анклавами. У меня есть стойкое ощущение, что вот эти пессимистические соображения о том, что наш народ ассимилируется и так далее, они не имеют под собой почвы. Да, действительно, есть проблема с языком, но идентичность, она очень четко прослеживается. Она никуда не пропала, более того, она усиливается. Хочу такую историю рассказать. Когда наш народ был изгнан со своей родины, часть наших военачальников, вот так называемая элита военная, дворяне и князья наши, они с самого начала были и вообще исторически были инкорпорированы в систему власти Османской империи, а потом и во многом благодаря и им современная Турецкая республика состоялась как республика, которую мы сейчас можем наблюдать и которая развивается. Мы все время везде наблюдаем черкесский след и наследие. Более того, есть целый пласт черкесов, которые инкорпорированы в высшую политическую знать, если можно так сказать, турецкую, которая в 6-5 поколении занимают и являются частью вот этого истеблишмента турецкого. Из поколения в поколение они уже в 3-4 поколении потеряли язык, но у них есть четкая идентичность, что они черкесы. Вот это очень важно. Даже люди, которые в 3-4 поколении уже не знают своего родного языка, где его дедушка, его отец, его прадедушка занимали очень высокие посты на государственные должности, но у них, они точно знают, что они черкесы, они точно помнят свои корни. И вот это наследие они передают своим детям. Более того, я могу сказать, что быть в какой-то степени черкесом здесь, в Турции, очень престижно. Мне это пришлось просто наблюдать в жизни, в этой среде, насколько уважительно относятся к черкесам местные турки, курды, другие народы, которые здесь живут. Фактически 30-35% высшего офицерского состава в Турции – это этнические черкесы, которые не забыли, откуда они, своих корней. Министр обороны сейчас, он этнический черкес, который прекрасно знает, наверное, лучше, чем мы на черкесском разговаривает. Министр, это самое, глава военно-воздушных сил тоже черкес. Ну, везде мы их наблюдаем. В парламенте, в правительстве. Находясь в колоссальном количестве государств, но в основном это ближневосточные страны, это Турция, это Сирия, это Ливан, это Иордания. Так получилось, что мы, потеряв свою родину, свою Черкесию, мы служим разным интересам и интересам разных государств. И когда сталкиваются интересы вот этих государств разных, иногда бывает черкес стреляет в другого черкеса. Чтобы
не было вот этого, мы все должны понимать, что мы снова должны обрести свою родину, что у нас у всех черкесов есть право на родину, и мы должны обязательно вернуться на родину. И возвращаясь, повторю свою мысль, новое поколение, черкесское поколение, я очень рад, что оно, кстати, чуть-чуть отвлекаясь, очень образованное, с хорошим образованием. Они хотят вернуться в Черкесию, не в Россию, не в деспотичную страну, где право говорить о своих проблемах является преступлением, где ты можешь, где ты можешь с листком бумаги, выйдя на улицу, тебя арестуют. Или же, где есть у тебя ощущение, что рано утром к тебе придет какой-нибудь шфондер с Вяземской и Пеструхиным, а потом уже в подвалах ФСБ тебя будут мучать, пытать и так далее. Они этого не хотят. Они хотят вернуться в Черкесию. Это очень важно. Вот что я понял, находясь здесь, общаясь с молодым поколением черкесов, они хотят вернуться, еще раз повторюсь, в Черкесию. И они хотят строить эту Черкесию. И эта цель должна быть главной. Все остальное мы должны подчинить этой главной цели. Не забывай, что ты черкес. Ну, во-первых, очень тяжело в таком формате, у нас неподготовленное с тобой общение, по большому счету, тяжело очень объять необъятное в таком формате, и мы обязательно продолжим разговоры. И наша площадка в этом смысле, Черкасиан Медиа, готова предоставлять, я еще раз повторяю, каждый выпуск об этом говорю, предоставлять возможность говорить и слово всем группам вне зависимости от их взглядов. И было бы интересно понаблюдать за какими-то живыми дискуссиями, да, в этом смысле. Но точно то, что я хочу отметить, что с тобой лично это у нас не последняя встреча. Я выражаю на это надежду, что мы продолжим формировать мысли, возможно, где-то дополнять, возможно, где-то дискутировать. Это тоже нормально. Я думаю, что мы должны показать черкесскому народу, черкесской нации, что политическая дискуссия – это абсолютно нормально. И даже, возможно, ты вначале хорошо отметил, что цель одна – дискутировать о методах реализации этих целей нужно, это полезно, потому что именно в дискуссиях рождается правильный механизм решения вопроса. Но, тем не менее, чтобы ты все-таки еще добавил бы к тому, что можно сказать, к тому, о чем мы поговорили. Я хотел бы добавить и сказать вам огромное спасибо, Черкесия Медиа, и тебе лично, Айдамир. Это начинание очень хорошее, большое и имеющее большую перспективу. Перед нами огромное количество работы, и нам нужно всем сконсолидироваться, нам нужно всем скрепить свои ряды общей своим видением и целью, и работать, еще раз работать. Спасибо тебе большое, Айдамир. Я все. Папио, все. Мы не прощаемся, мы продолжаем нашу работу. И как после одного из крайних выпусков с Мирабом, наверное, можно сказать, традицией сделать завершение этой наших передач. Мы не собираемся молчать, мы будем говорить правду. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ассаламу алейкум. عدقت وزيزونغا ويشات خزم يكبزر ويبسم خغش سعد الوجز قوتكم يحب برشاق وابن خججان